Да. Как можно в Польше легально платить меньше налогов? Это часто вопрос, который... Легально. Никак. Ты понял, да? Да. Я уже умную формулировку сделал. Никак, да, легально? Ну смотри, легально... Какие есть способы... Смотри, давай так. Какие есть способы легально платить меньше налогов? Где люди чаще всего ловят штангу и попадаются? Где их за жопу ловят? Особенно мне интересно твое видение и опыт по ВАТу, да, по ЦИТу, по тому, куда на расходы списывают, что можно, что нет. Короче, народ, все очень просто. Если вы хотите хасаните так. ВАТ не трогайте. Они отбитые на всю голову ребята, вообще бешеные ублюдки. Типа реально. С ВАТом ни в коем случае ублюдки, не хасянем. ВАТа не хасянем. С ЗУСом можем хасанить. Это лохи, типа. Они там, ну что, заблокируют счет туда-сюда, какой-то там судик, проценты маленькие. Ну, типа, ЗУСу можно послать на 3 буквы. ПИТ можно тоже хасанить немножко. Они слепые кроты, типа, по ПИТу уж прикол каких. Мы же за лички платим каждый месяц. Они не видят ничего до подачи годовой декларации. Они думают, так и має бути. Проценты, конечно, побудем на проценты и тоже экзекуция со счета. Но ВАТ, они видят все, потому что ВАТ — это обустроенная система. ВАТ — это как ты и я, например. Если мы переспим, то это почувствуешь и ты, и я. Да, ага. А если я это никому не расскажу, то ты всем расскажешь, что ты переспал с Валерой. Типа. И они это сразу видят в моменте, что есть долг перед государством. Кто с кем переспал? Да. Оно коннектится. ЙПЭК ВАТ, оно отправляется с 2 сторон. Если одна сторона не отправила, то вторая отправила. И оно сразу в налоговую дын. Здесь у нас есть, а здесь у нас красненькое. Значит, надо забирать. И здесь входит система Огниво называется. Огниво? Да, Огниво. Такая система есть, которая налоговая входит на счета. Вот так, в секундочке. Во все счета польских банков налоговая туда залетает. Но, внимание всем... С ноги, да? Да, почти с ноги, можно сказать. Она там запрос там 3-4 минуты. Моя партнерша работает в налоговой, так сложилась жизненная ситуация. Вот, и она как раз мне это показывала, я к ней на работу приходил. Это 3-4 минуты, до 7 минут мы уже имеем вход в банк, и мы уже морозим счета. И перевод делаем на себя. Да, то есть это очень быстро все происходит, поэтому, ребята, хасаним, но аккуратно, а лучше вообще этого не делать. Теперь где, что и как наши люди экономят по налогам. В принципе, логика экономии по налогам, если это легально делать, очень проста. Больше тратим, меньше платим. Да? Вот вдумайтесь, тех, кто с мозгами, больше тратим, меньше платим. Надо куда-то тратить. Куда тратить, вы уже сами себе придумаете. Я здесь не успею вам передать. В Украину тратить, например. Знаешь, раньше было прикольно, 2017 год. Модно было, да? Да, на затраты, в украинский ФОП. А здесь обнижаешь налоги, а там в Украине, оно, сам понимаешь, может эту фактуру даже никому и не показывать. Это там растворяется в пространстве. Да. Но это же наши люди, они любят все так пафосно делать. То есть никто не умеет аккуратно и по-спокойному. Все очень жадные ребята. Я раньше думал, что наши никогда подписку Netflix не будут покупать, потому что у нас есть там кинократ, да. Также и здесь логика такая, что сразу и как топором рубать, по 100 тысяч начали делать эти фактуры. Ну, коню понятно, что они это делали, знаешь. И сейчас налоговая видит, например, затраты на Украину, серая зона, проверка, там 2-3 месяца у тебя будет проверка. В лучшем случае не раньше. Дубаи, тоже затраты на Дубаи, палево паленое. Кипр, затраты палево паленое. Сейчас у нас открытые затраты идут на Болгарию. Не палево паленое. Сейчас работает хорошо Болгария у нас. Испания. Тоже не паленая, но с Испании тоже надо вывести, но работает четко, типа. То есть нам надо робити затрати. Ну, это мы сейчас про ПІТ проговорили. А затраты ВАТ куда? ВАТ, что он не йде за границю никуда, да? Что сделают с ВАТом? Ну, с ВАТом купить фактуру в Польше, здесь за копейки у кого-то, кинуть себе в кошты, и все, мы молодцы, мы гении. Но мы не понимаем. Это называется пустые фактуры? Да, это называется пустые фактуры. И здесь прикол получается, что мальчик, который продает эти фактуры, он как их делает? Берешь себе фактуровню, заходишь, делаешь аккаунт любой фирмы. Да, делаешь аккаунт любой фирмы, любой в ВАТ-реестре, которая вписана. Выставляешь, я сейчас, дай мне комп, я тебе сделаю сейчас 100 фактур от любой крутой фирмы, и кидаешь их себе в затраты. То есть ты продаешь какому-то лоху, который кидает их себе в затраты. И здесь вот прикол. Эта фирма в ватовском плике эту фактуру никому не показывала. У нее даже ее нет, потому что все фактуры нумерируются, они в хронологическом порядке идут. Да. Мальчик от балды какой-то номер себе ставит, потому что он тупенький, и это сразу видно. То есть система такая, error, здесь у нас хронология идет, этой фактуры здесь в принципе быть не может, никогда с этим контрагентом эта фирма не работала, и это уже преступление. За такое натягивают в очко. Очень жестко и очень безобразно. И поэтому, когда ко мне кто-то приходит на бухгалтерию, говорит, я покупаю фактури, я шлю просто, у меня мама каже не матюкатися, але я просто шлю його. Це нема що говорити. Даже мама моя підтверджує, вона взагалі свята жінка в мене, але якщо до неї таки хтось приходить, вона в костел ходить, вона виходить з костела. Мир разделяется на 2 категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент
и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Потому что это ни хрена не шуточки. Я раз такого взял. Это было 7:30 утра. Мы с Виталием, у меня мой клиент был Виталий, идем ко мне в мою маленькую коптерку, сидим, открываем, садимся, и тут двери у меня выбиваются, ужин цельно-скорбовый выходит. В коптерке, да? Да, в эту реально, типа, я обосрался. Честно, я обосрался. А они такие в брониках. Да, с автоматами, со всем, типа, мы, типа, всем на пол. Я такой не понимал, у меня берет голову, курва на подвога. Сука, думаю, ничего себе, типа, я хотел его копнуть, типа. А ты сразу начинаешь в этот момент... Что ты в этот момент думал? Вот какие у тебя были мысли? Я в этот... Ты вспоминал, где ты мог... Не, я кнопочку на компьютере нажимал. У нас есть такая кнопочка на компьютере, они тупые, как двери. Она возле... Короче, есть вот этот... 3 дырки, короче, выключатель света, мы там домонтировали кнопочку, нажимаешь, горит жесткий диск. Я вот ее нажимал, когда падал. Я не знаю, это был самый тупой вариант, но оказалось, они пришли за компанией, которую я взял только в этом месяце на учет себе, они меня вписали как бухгалтер, они покупали фактуры. А я думал, они за другими ребятами пришли, типа. Ну, я спалил нахрен пол компьютера, типа, внутри этого компьютера. То есть там реально по кнопке ты нажимаешь, и горит жесткий диск? Да. Это Эдик делал, кстати. Эдик крутой чувак. Эдик вообще какой-то... Как-то это... Я вообще не разбираюсь в технике. Эдик это делает, горит все к чертям. Это важно. Эдик запилил тебе кнопку, где ты физически ее нажимаешь. Да, и все, компьютера нема. Горит жесткий диск. Ну, я знаю, что там горит, компьютера нема. Там нереально ничего возобновить, компа нема, все. А бэкап где-то на всякий случай есть, надеюсь. Ну, ми тоді це не зробили. Хорошо. Мы не знали, что такой момент будет. Мы сделали, типа... У вас волк с Уолл-стрит на минималках. Да, у нас что-то минимум такое было. Причем тебя ложат на пол, а у тебя тут под футболкой скотчем баксы, понял? Да нет, это да, очень бедный еще был. И, короче, прикол какой. Я говорю, ну, в чем проблема? А они как раз сказали, что они для этой компании пришли. Да вы дебилы, говорю. Да я его только принял, типа, на меня ответственности вообще никакой. Все прошлый окрес закрыл прошлой бухгалтерии. Я им отдал папочку сразу, говорю, без проблем, забирайте, типа. Говорю, что вы так агрессивно, да? Вы так газуете, да? Они 600 тысяч ватт они заплатили. Говорю, ты как бы газовал? Я такой, звездейшн. Потом по ватту прикол. В Грузию летят ребятки. Вчера утром звонят моему бате. Нас... Приняли. Да. В арешт. В Грузии? Да, у них... Не, в Польше на Лютниску забрали их с лета. Они хотели в тюрягу прям сразу забрали. Ну, я типа толком не разобрался. Он звонит, типа, нас пакуют в тюрьму, потому что у нас по вату долг 20 тысяч злотых. Всего 20 тысяч, типа. Я охренел. Это в этом году начались реальные проверки. И реальные жесткие решения начались. Все, телефон выключен, дозвониться нереально. То есть это наши знакомые были. Типа, да, мы знали, что они хасанят, знали, что они не платят ват. Забрали просто ребят, и все. Еще нет связи за ним. И это 20 тысяч. 20 злотых, это копейки, типа, такие, ну, типа, ну, я бы никому не сказал, что это много, типа, у нас полстраны с таким ватом ходит, с долгами такими, типа, по 20 тысяч ватт, типа. Ну, да. Забрали просто ребят, все, ребят больше нет. Ну, типа, есть, они выйдут когда-то, типа, ну, я не знаю, пока связи с ними нет, юрист звонит, пробует, типа, ищут, куда забрали, потому что, ну... то есть надо прям эту... Сейчас найти какую прокуратуру, где именно они сидят, а без доверенности ты хрен найдешь, извини меня. Они не успели сделать доверенность. Я всем кричу, сделайте одну доверенность на вас юристу, потому что вас хрен кто вытянет. Юрист приходит сейчас в прокуратуру, це побачить моїх, типа, клієнтів, прошу повномocnicтво. А ні хрена в нього нема. И все, да? Ты ничего не узнаешь. То есть тупо ребят сейчас натягивают, очень жестко это делают, поэтому типа это, да, очень не смешно. Поэтому, друзья, да, то есть если мы делаем оптимизацию затратами, делаем это легально. И ват не трогаем. Ват вообще не трогаем, ни в коем случае ват не трогаем. Теперь по вату, как его легально можно оптимизировать? Друзья, смотрите, все мы любим понтоваться. Наш народ такой, что мы любим понт кинуть. Хороший понт, он того стоит. Лизинги. Берем себе лизинг, и где мы можем похасанить в лизинге? 100% списывать автомобиль в лизинге мы можем себе позволить. Как это делать? Есть такие штучки, GPS-передатчики. Если упростим мы максимально на хлопский розум,
потом мы этот передатчик херячим в машину, и он автоматически нам придумывает, куда мы ездим и что мы ездим. Есть еще компании, которые это делают. Представляешь? Придумыватели, да? Вот да, фантасты. Вот. И они, короче, фантастические твари, в местах, где они обитают, они рисуют тебе такую интересную структуру поездок твоих, что я охреневаю, когда я смотрю, где я, был. Типа, оно сходится с километражкой, потому что на машине есть счетчик, оказывается, который считает километры. І в суботу-неділю не видно, що ти путешествуєш по церквах, молишся за гріхи свої. І 100% НДС списывается. Теперь мы берем тачку, достоит там 50 тысяч злотых нетто, припустим, или электрика там подороже себе, и вот у нас уже дешевле получается, у нас уже хорошо. Фантасты нам помогли. Так можно и без фантастов. Можно просто в воскресенье, в субботу никуда не ездить, а ездить только по делам. Окей, меня вечером остановили гайцы, куда-то, кто нас остановит с такой тачкой? Остановит служба цельноскорбова. Такие машинки сейчас ставьте фотку, стоят на дороге, вот они мониторят. У них есть сразу база всех тачек, которые, номера, которые на 100%, да? Это у которой такой большой набалдажник на крыше? Или да, как менты, они зелененькие такие. Окей. Вот. И в машине камера, она сразу пищит, все, они догоняют, и все. Вот меня клиента вечером раз так остановили, с девочкой, а клиент вообще летит с малышкой в Макдональдс на Виланов, там классный Макдональдс такой есть. Его останавливают, он звонит мне, і говорить, все, вони йдуть, типу, що мені їм сказати? Bardzo просто. Кажу, це твоя клієнтка, у вас негоціації, типу, їдете випити каву. Да. Девочка там, настолько скромно была одета, по количеству одежды, типа, что они не особо хотели поверить, списали протокол. На следующий день юрист пришел, типа, в протоколе было написано, что с клиентом едут на переговоры, типа, выпить кофе. В Польше пить кофе – это нормальная практика. Юрист вот так раскидал просто всех, типа. Но имеется в виду, когда вы уже хасаните, едете куда-то тачкой туда, когда не надо, помните, что, деловые поездки, если вы овнер, вы можете, в принципе, иметь в любое время. То есть вам не надо ездить там с 6 до 6, типа, 6 утра, 6 часов вечера. Но лучше не надо этим заниматься. Купил себе тачку, списываешь 100%, катайся себе, там, не знаю, с 8 до 20, там, не знаю, и живи себе спокойно, типа. Нафига тебе получается, машина есть. Что еще? Смотри. Может, ЦИТ тоже ж оптимизируется. Да, это же затратами ЦИТ оптимизируется. ЦИТ обычно все... Но ЦИТ, по факту, это такой маленький налог. Ты понял, в чем нюанс? Все хотят оптимизировать налог на прибыль. Многие наши, там, допустим, клиенты. Потому что в Украине эти налоги есть, а сватам в Украине с НДСом можно там фокусы такие делать, что хочешь, да, делать. Я им говорю, ребята, вы, пожалуйста, лучше на ЗУС посмотрите, да, то, что если ЕДГ, то там складка будет больше, чем ваш ПИТ, который вы заплатите. И вы посмотрите на ВАТ. Вот это вот вопрос, да? Да. Я бы ПИТы вообще не трогал, если честно. Типа, оставьте их в покое, оставьте с Богом, типа. Но если уже хотите это все делать, тогда, друзья, подвыконавцы и так далее, которые находятся, найдете, у вас это будет. То есть куда потратить деньги сейчас в просторах Рунета очень-очень много. Этого всего, да, интернета этого очень много. Окей, получается, машина есть. Техника. Да. Потом вот, например, красивые девушки, которые нас смотрят, очень просто. Вы ходите, занимаетесь спортом. Пилатесы. Мужчины, у которых жіночки занимаются спортом. Это дорого. Если у тебя жіночка ходит на индивидуальные тренирования в Варшаве, эта штука баксов так легонько рукой приходит. Что же делается в таком кейсе? Спортсмены, тренера, смотрите, вот вам... Если ты фитнес-тренер в Польше, ты берешь себе, добавляешь квет изучения иностранных языков. И ты хидачишь просто инвойс на клиента, потому что ты, может, реально ее учишь, кто я тебе, я вам не стоял, там свечку не держал. Бизнес, English for, и пишешь, типа, где ты работаешь, там, beauty business for это, типа, апгрейдить свои, типа, скиллсы, свои навыки, это нормально. Да, и очень много именно, например, beauty business очень часто имеет еще такое название, ставим, нейтральное какое-то название ставим, не знаю, там, типа, имя, фамилия просто наше название, то, что у нас салон такое-то такое. И ставим тоже изучение английских языков. У меня есть такие салоны, и что получается? У вас есть малышка, которую вы содержите, качественно содержите, которая получает хорошего пилатес-тренера за бизнес-инглиш, и которая делает все полностью депиляцию своего тела и красоту, чтобы быть для вас красиво вечером, бизнес-инглиш. А ты списываешь на расходы себе? Да, для компании. Да, это для компании у тебя. Ты понимаешь, сколько ты на жіночок грошей тратишь в месяц? Типа, если у вас девочка, которую вы содержите, 1020, если у вас если содержанка у вас, то... Да, варшавские ребятки точно столько закидывают, как минимум, типа те, что мои клиенты. 20-очка на жіночку да легко. Бизнес-инглиш.
Окей. Приватные лекции. За что людей еще за жопу берут? В основном это ВАТ, слушай, честно. Да. ВАТ, за ВАТ берут за жопу очень жестко, потом за неправильное трудоустройство сотрудников. Это вообще жопа. Расскажи про великолепную схему со студентами до 26 лет, нанимать их, и там что-то происходит. Да. Очень часто вы берете студента с палеными документами, чтобы взять его себе на работу и не платить ЗУС, собственно говоря. Сразу выплачивать ему кэш, тем самым можно себе и со спилки деньги выводить, и вообще, в принципе, жить и не умирать, да. Но где подвох? Подвох в том, что у него паленые документы. А кто за это отвечает, что у студента паленые документы? Правильно, тот, кто лох. А кто лох может Если быть? ты в схеме не видишь лоха, то значит лох ты. Да, потому что правильно дать студенту к подписи бумажку, которая снимает с себя ответственность того, что он ошвяча, что у него эти документы полностью легальные, походят с легального жрудла, и что он это все принимает на себя всю ответственность. Ты ему даешь, он подписываешь, он это такое в жизни не подпишет, и все. Это минимальная штука, что может снять ответственность. Но и то не до конца, потому что работодатель должен наложить старанность. То есть мы должны позвонить в учальню, спросить, реально ли он там судьюет и так далее. Но, в принципе, 90% реально геморроя эта бумажка с вас снимет. То есть, проверивая правильно, если берем левак, а мы иногда знаем, что это левак, то как-то, вот так. А если не левак, если человек... Если не левак, мы нереально студент, то, в принципе, все нормально. Только я бы проверил, не работает ли этот хлопака еще где-то, и не вычерпал ли он свой лимит, знаешь. Все ли у него там нормально. 120к, да? Да. Все ли у него там нормально. Тоже еще момент такой, а если мы купили студенту левые документы, что он студент, да, и как в такой ситуации быть? Мы же ему не дадим подписать, типа, потому что, это все-таки, не дурак человек же себе, в принципе, да. В такой ситуации мы находимся в ситуации лоха, потому что это крайм, и это очень жестко наказывается. Ни в коем случае так не делайте, эти налоги того не стоят. Потом прокуратура будет вами разбираться. В принципе, трудоустройство народа в Польше — это очень деликатная штука. Мало кто знает, как правильно трудоустройствовать народ. Нам надо всем разрешение делать. Мы иностранцы в основном здесь все, знаешь. И наши люди думают, что это бухгалтер сделать именно комплексно. Очень редко кто так делает комплексно. Да, есть, конечно, огромные бухгалтерские бюро, которые так делают, но в основном поляк бухгалтер, какая маленькая конторка, они этим не занимаются. То есть здесь правильно обратиться к миграционному юристу, который стан фактично этого человечка проанализирует и скажет, там, народ, короче, вам надо то-то и то, чтобы взять его на работу. И мы уже по этой инструкции то-то и то делаем, и тогда только кадровик начинает оформлять. Поэтому, ребята, перед тем, как кого-то оформить на работу, обязательно миграционный юрист, лучше всего не самоучка, а именно юрист, слово юрист, от юризма. Вот, и тогда делаем эти документы, потому что очень часто народ идет к самоучкам. Сейчас есть курсы, как стать легализатором за 2 дня, например, даже. Да. Но это не совсем верно. Такие курсы посещать, типа, чтобы денег скосить, окей, но чтобы человека подставить потом во время проверки, это опасно. Вот. И, короче, идите к полякам, если честно. Пусть они вам это все дело на письме дадут, то есть на листочке напишут, поставят печать. Свою. Да, и подпишутся. Адвокатскую печать. Это снимает с вас всю ответственность, потому что потом приходит ужин працы, и такое легальное затруднение смотрят. Тут окей, там на плоскости именно кадровой все хорошо, но на плоскости именно легальности, как больше юридическое там нахождение в Польше, чтобы работать, все плохо. И за это штрафы самые большие, в принципе, получаются. Потому что мы нелегала, по сути, взяли на работу. За что самые большие штрафы? За ВАТ и за нелегалов, да? За ВАТ. За ВАТ самый большой, потом вот нелегалы идут. И теперь вопрос, а что если ЗП меньше платить? Типа половину по официалу, а остальное в коровенте платить? Да, все такие, классическая схема из 90-х. Как быть в этом случае? Если вы уже в дерьмецо вступаете, то уже не парьтесь в принципе. Штраф за то, что вы половину зарплаты не официально палите, и штраф за то, что там 99% один по официалу, чтобы человечек какую-то бумажку, одинаковый. Типа, если уже в дерьмо вступаете, то кайфуйте от мягкости и ощущений. Типа, все у вас будет хорошо в жизни. Какой штраф, ты не помнишь? Я получал, именно, я не получал. Мои клиенты получали штраф, потому что, ты знаешь, у нас никто легально никого не берет на работу, ибо это ни хрена не выгодно. Вот. За то, что мы девочке платили 120 злотых, вроде мы ей платили в месяц за зарплату, там вообще по-наглому пошли, барберша девочка была, типа, умова злицения, да, 120 злотых, дали штраф 789 злотых, короче. Эта девочка 2 года проработала, типа, я говорю, Никита, собственник, говорю, Никит, страшно было? Он, страшно. Я говорю, а стоило оно того? Стоило. Я говорю, правильно, ты столько лет сэкономил, типа. Первый штраф, он всегда маленький, второй штраф, он средненький, третий штраф, это уже по жопе такой хороший шлепок. То есть помните, что первые, в принципе, все штрафы, хороший бухгалтер, кстати, он всегда с собой какой-то один штраф носит. Сейчас посмотрим, может, у меня... Нет, я в машине забыл. У меня всегда какой-то штраф
Нет, реально забыл Какой-то клиентский штраф? Да, какая-то бумажка, чтобы заплатить. Да? Типа, да, заработать, типа, мы к этому нормально относимся, клиенты тоже. Если хорошее бюро, оно покрывает все ошибки, типа, знаешь, это базовая практика, то есть идет. Это расходы обычные, да. Обычно клиенты, они сами говорят, давай будем хасанить, мы штрафы покроем. Я говорю, погнали. Типа. Мне кажется, знаешь, где еще ловят штангу? Это с заграничными транзакциями. Люди любят делать... Вот я хотел бы, чтобы ты прокомментировал, да, это вот эти треугольники всякие, типа, а деньги там с Англии зашли на Польшу, с Польши потом вышли туда, оттуда вот сюда, и потом опять зашли сюда, условно. Да. Какие-то треугольники. Да, смотри, очень популярный треугольник, чтобы уйти от ВАТа в Польше, это такой. У нас есть польская компания, которая платит испанской компании. Это ВАТа уже нет, потому что с Польши идет в Испанию, это у нас ВДТ, вивна спільнотова достава товару, 0 ставка ВАТа. То есть, например, за строительные услуги испанской фирмы тут в Польше. Никто там не вникает, как эти работники туда доехали, как они это все сделали и так далее. Это остается за кадром. Даже за консалтинговую. Это за консалтинг вообще супер, да. То есть за консалтинговые польская компания платит. Испанская компания, например, там за IT-услуги какие-то, да. В Испании космический налог. То есть это надо как-то обойти. А вот же испанская компания платит польскому айтишнику 90% от этой суммы, оставляя себе 10%. Да. Потому что это выгоднее с 10 в Испании заплатить налог, чем заплатить за всю сумму НДС. То есть у нас получается такой треугольник. Здесь в этой схеме, моей этой схеме риска на самом деле мало, как оказалось, потому что Испания внутри Европы, эта тема еще вообще никем не раскрыта, к сожалению. Так работают многие, это безопасно. Но если мы выйдем с Европы, например, откроем какую-то компанию, например, на Кипре, в Америке, в Дубаях, в Таджикистане. Не, шучу, там банки. В Грузии популярно. В Грузии, да. Ну, там с банками тоже напряженка у них будет. Короче, где угодно, не в Европе, тогда это все трошки легонько попалится. Потому что налоговая, она, к сожалению, немножко видит это все дело, знаешь. А каким-то ангелическим образом с Испанией эта схема работает. Потому что испанцы нормально. Как сейчас налоговая обменивается с данными с другими странами поза Унии Европейской? И системы, да, Revolut, PayPal. Интересно прокомментировать. Revolut не палит сейчас никого, у них такая политика. Мы посмотрим рекламы даже Revolut, мы увидим, что какая-то там некоторая анонимность, некоторое спокойствие, свобода. Revolut надо нагнать клиентов. Ты представляешь, сколько уже банков есть, а тут тебе ни одного отделения нормального, и тебе надо, чтобы люди у тебя зарегистрировались. Вот ты поменял политику такую, что вот... Мы вас не палим. Да, мы вас не палим. Поляки за это берут себе Revolut, потому что коморник, каждый там поляк имеет какого-то коморника, который у него деньги откуда-то там тянет. Или там налоги не заплатил, деньги тянет. Или элементы. Да, а Revolut, он никому ничего не дает. То есть, получается, я единственный дебил, который еще и Revolut декларирует? Да. Вот потому что Revolut на данный момент не дает. А что будет позже, напишут комментарий. А позже, его знает. Я не знаю, что будет позже. Скорее всего, мне кажется, позже, может, он что-то даст, но это будет позже, мы еще живем, да. То есть Revolut даст только сейчас на основании судебного решения. Вот будет судебное решение, они отправят это в Revolut, и Revolut даст. Но какой срок? Вот у меня сейчас практика, у нас есть судебное решение высшего польского суда, там очень жесткое дело. Передали это все дело в Revolut, Revolut отписал им, потому что это все мы же ad actum получаем как отпись отдел. Мы рассматриваем ваш запрос. Спасибо, что вы им написали. Наши специалисты в ближайший срок с вами свяжутся. И уже вот год прошел. Они не тупые, Revolut. Они бизнес ведут. Им налоговая не платит, им клиент платит. Вот это, знаешь, концепция, мне нравится, вот концепция бухгалтерского бюро, когда тебе бабки мне-то клиент платит, не налоговая. Я по стороне клиента всегда нахожусь. Типа. Должен быть, по крайней мере. Да. А очень часто наоборот. Типа. То есть Revolut, в принципе, можно не париться. А Wise крипта тоже. Крипта вся мечная, может быть, как бы тоже такое. Если мы будем работать с тобой на Binance, это лохоство немножко. Там все видно, Binance все палит вот так в секунду. Да. То есть Binance, банально участковый в Гнездно у нас получил выписку от Binance полностью по всем транзакциям на протяжении 24 часов. Участковый из Гнездна. Участковый из Гнездна. Сейчас люди спросят, где вообще Гнездо находится. В жопе мира, но там очень красиво. И я там живу. Вот. И, короче, прикол какой еще. Если мы уже криптой занимаемся, то давайте делать это, холодненькие кошелечечки, себе красиво. И криптокантеров здесь хватает в Варшаве, чтобы выплатить тебе даже имя, фамилию никто не спрашивает. Потому что если что, я же в криптокантере выплачивать буду, у меня все запишут. Но если ты, извините, лох, то запишут. Если ты коммуникабельный, пойдешь в 1, 2, 3, найдешь себе хорошие связи, то никто тебе даже ничего. Вот у меня криптокантер... АМЛ не будут брать, короче. Нет, ты что? Я прихожу в Варшаве в криптокантер, мне даже добрый день не говорят, мне просто дают деньги. Типа, у меня есть, я купюру фоткаю им, типа, показываю купюру, типа, там есть номер, это модная тема, не дай бог. Именно доллар почему-то надо фоткать, я не знаю, что за мода. Вот.
и мне дают просто кэш, типа, все. То есть надо общаться с людьми, и у вас все будет хорошо по жизни. Знаешь, если искать проблемы и сидеть ныть, типа, все плохо, все фигово, ну, то, конечно, ты их найдешь себе, есть такие народ. Ну, вот теперь по поводу... Что ты там еще спрашивал? Получается, крипта есть, револют есть, остальные обмен банки и обмен между странами. Да, все банки полностью работают по Огниво. Огниво — это система, которая в моменте показывает все всем налоговикам, и даже банки сами могут между собой обмениваться информацией в Огниво. То есть, если банк будет видеть подозрительную активность, он может написать другим банкам, что hello, ну, он по-польски будет писать, здрасте, у нас, короче, тут подозрительная активность, пробейте человечка у себя по банкам. Что у вас здесь? Они, да, у нас тоже подозрительная активность, по 40 злотых, куча платежек бликом. Возможно, давай код с него. Да. И они вместе объединяются в одно письмо и фигачат это в налоговую. Это уже трипл килл, короче, это уже жестко. И налоговая что же? Думаешь, у них от одного банка только письмо, у них от миллиона банк такие письма. Налоговая что делает? Она по приоритетности, где сумма больше. То есть Огниво в налоговой тоже работает по принципу суммы. Если оно напишет, что вот у Валеры там по 100 злотых, а у тебя там 10 тысяч, ну, то тебя первого кикнут. До меня тоже доберутся, не парься. Но когда это будет? Потому что таких, как я, может быть 100 тысяч, а таких, как ты, будет 30 человек. Понимаешь? То есть нас всех кикнут, нас всех посадят рано или поздно. Но вопрос, понимаешь, когда к этому придет, и надо вовремя свалить, короче. Экзит, да, сделать? Да, экзит это лучше. А вообще лучше жить себе спокойно, никого не трогать. Теперь обмен между странами. Если мы обмениваемся между странами... Смотри, Валер, популярная схема — это люди что-то делают здесь, исполняют, да, и хотят выехать, или понимают, что жопа на горизонте летит, и мне надо быстро выехать. Вопрос, как свалить? Как свалить с Польши, если все очень плохо? Ну, во-первых, помните, что ваше транспортное средство очень быстро и очень хорошо мониторится. Трек. Ближайшая камера на дороге, которая передаст это ближайшему посту, и вас поймают. То есть я бы начал от понимания, насколько все плохо, потому что, может быть, что вы думаете, что вы самый большой преступник Польши, на самом деле вам нахер никому не нужны. У вас пока... 700 злотых штрафа. Да. Поэтому осознание беды. Вот. База, где всех спалят, самых невинных, это аэропорты, границы и так далее. Поэтому, если все очень плохо, я бы пользовался услугами испанских прекрасных перевозчиков в Африку. Очень просто, красиво, на лодочках, быстро, с ветерком. На катер сел вместе. 2000 евро эта услуга стоит, потому что назад мало кто хочет плыть, все обычно сюда плывут, там мест куча, честно, можно и лежать, типа. Вот. 45 до 50 минут, и тебя довезут в Африку. А оттуда уже, в принципе, добираться несложно, там уже вот так, типа, вообще. Туда-сюда и это. Ну, это шутка ради, в принципе. То есть, если уже сваливать, то надо заранее, как ни крути, честно. Потому что, когда уже прижмут, свалить очень сложно, и если вы чувствуете, что что-то не так, лучше отъехать, отдых, взять доверенность дать юристу, и потом уже спокойно и думать, решать, возвращаться или не возвращаться. Ну, с шенгенских зон вообще всех надо потеряться. Угу. Они же обменятся, да, полностью со всеми? Да, тебя сразу... Только помни срок обмена информацией. Если ты сегодня, грубо говоря, замочил бабку, то ты сегодня должен уже выехать из Шенгена, потому что в Румынии дойдет эта информация на протяжении 3 где-то дней вот так. Ага. То есть... если бабку я сегодня замочил, и я выезжаю из там, Франции, Германии, то тоже 3 дня? Ну, на границе тебе быстрее все попалят, то есть ты бы должен автобусом каким-то бы был ехать, да? Но если на своей тачке, то камеры попалят сразу. Да, момент, тебя сразу в Германии и остановят. То есть, грубо говоря, если там с бабкой что-то случилось нехорошее, да, то тебе бы публичным транспортом каким-то, а-ля автобусиком... Или трафикаром. Да, или трафикаром вообще лучше всего добраться до какой-то еле развитой страны в стиле Болгария, Румыния, где это все доходит до 3 рабочих дней. Угу. Вот. Очень часто наши ребята с Варшавы просто валят на арендных тачках туда, вот, и уже там все дело кайфует. Или до Сербии хотя бы добраться, потому что в Сербию въезжать, а с Сербии уже себе улетаешь куда хочешь. Типа, тут не обязательно далеко ехать. В Сербию, тут, если сегодня выехать, то на вечер я буду в Сербии уже. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.